Приветствую вас, искатели знаний! С вами доктор Норд. В этой части урока я расскажу вам, на что следует обратить внимание при выборе главного инструмента IT-разработчика – интегрированной среды разработки. Кроме того, если вы прониклись веб-фронтендом, я расскажу вам о некоторых специализированных инструментах этой ниши. Так мы завершим процесс создания вашей рабочей экосистемы. Начинаем правильно! Поехали! В первой части урока вы ознакомились с набором инструментов, которые необходимы не только для айтишника, но и для любого современного человека, пробивающего себе путь, либо просто плывущего по течению в океане информационных технологий. Сейчас мы поговорим об основном инструменте разработчика – интегрированной среде разработки. Вариантов здесь достаточно много. И это, пожалуй, самый ответственный выбор, который вам предстоит сделать, поскольку с этой программой вы будете проводить львиную долю своего времени. Одним из открытых, функциональных и расширяемых приложений является Visual Studio Code от Microsoft. Скачайте приложение и установите его. Прежде чем изучать его возможности, воспользуйтесь знаниями из предыдущих уроков и с помощью Git клонируйте репозиторий с созданной нами ранее веб-страницей. Вот теперь мы можем рассмотреть этот код, используя современный многофункциональный инструмент – интегрированную среду разработки. Только не забудьте отключить телеметрию. Первое, на что следует обратить внимание, это подсветка синтаксиса. При этом среда разработки самостоятельно распознает используемый в коде язык. Вы ведь проходили урок веб-фронтенд голыми руками? Действительно, простую веб-страницу можно создать менее чем за 15 минут в обычном блокноте. Однако вряд ли кодинг черными буквами на белом фоне можно назвать приятным занятием. Благодаря же подсветке синтаксиса восприятие кода существенно улучшается, да и выглядит все гораздо красивее. Сегодня вряд ли вы найдете интегрированную среду разработки без подсветки синтаксиса. В Visual Studio Code вы можете выбрать и скачать цветовую тему на свой вкус. Также вы можете активировать мини-карту вашего кода и включить перенос длинных строк. Следующее умение, которым должна обладать ваша среда разработки, это автодополнение кода, по-английски называемое Smart Completion или IntelliSense. В процессе написания кода среда предлагает вам варианты завершения тех или иных слов в виде всплывающих подсказок, что повышает вашу производительность. Также убедитесь, что у вас включены опции автоматического закрытия тегов и объединенного редактирования тегов. Далее следует позаботиться о том, чтобы выполнялся статический анализ кода, в английском языке называемый linting. Это позволит отлавливать синтаксические и стилистические ошибки уже в процессе написания, не дожидаясь выполнения программы. VS Code умеет выполнять статический анализ кода для JavaScript и CSS из коробки.
Что же касается HTML, то здесь не обойтись без расширений. Для статического анализа HTML разметки подойдет расширение HTML Hint. В целом, использование расширений позволяет существенно усилить возможности вашей среды разработки, а встроенный механизм их поиска и установки делает эти процессы простыми и доступными. Сейчас мы установим еще несколько полезных расширений. Проверку правописания с английским языком в качестве базового, а также необходимые словари для других языков, которые вы предполагаете использовать. Имеются в виду языки человеческого общения, для записи, например, комментариев либо выводимой информации. Незнакомые слова можно добавлять в словарь. Они будут храниться в специальном файле. А чтобы установленные для других языков словари работали, их необходимо включить. Еще одним полезным дополнением является дерево задач. Вы можете проставлять в комментариях специальные метки. И записывать, что предстоит еще доработать. Через дерево задач можно быстро перейти к любой такой метке. Следующей полезной возможностью среды разработки, ускоряющей написание кода, является вставка шаблонных фрагментов, называемых в английском языке snippets. В VS Code сниппеты можно найти во всплывающем окне автодополнения. Встроенные сниппеты можно дополнять либо с помощью расширений, либо создавая собственные. Возможности современных интегрированных сред разработки не ограничиваются теми, что мы рассмотрели. Ведь есть еще функции включения нескольких курсоров, сворачивания частей кода, выделения столбцом, автосохранения, поиска и замены, рефакторинга и многие другие. Но я уверен, с ними вы и сами в состоянии разобраться. Мы же сейчас коснемся одного из самых важных вопросов разработки – отладки кода, называемое в английском языке debugging. Ведь написать код не самое сложное задание, гораздо труднее заставить его работать как надо, и без отладки здесь не обойтись. VS Code содержит встроенный отладчик для Node.js и умеет отлаживать все, что переводимо на JavaScript. Однако с веб-приложениями все не так просто, поскольку выполняются они в браузере. Из коробки VS Code умеет работать с браузерами Edge и Chrome. Мы же воспользуемся расширением для отладки в браузере Firefox. Но сначала Firefox надо установить. И главное, настроить под управление извне. Теперь установим расширение «Отладчик для Firefox». Создадим конфигурационный файл. В предложенном списке появился Firefox в качестве отладчика. Выберем его, и содержимое конфигурационного файла заполнится автоматически. На данном этапе нам подойдет первая из списка.
При необходимости эти конфигурации можно редактировать. Далее расставим точки останова, по-английски breakpoints. Добавим наблюдаемые объекты. И запустим отладку. Откроется браузер в режиме внешнего управления. Пошагово выполняя программу, мы можем отследить все действия, которые в ней происходят. Если обновить страницу, то процесс повторится. Следующей полезной составляющей интегрированной среды разработки является встроенный терминал. В VS Code вы можете открывать несколько разных терминалов для ваших задач. И пользоваться ими наравне с внешними терминалами. Важной частью современной интегрированной среды разработки является поддержка системы контроля версий. Вы ведь не забыли, что ваш проект является Git-репозиторием? Технически это обеспечено наличием скрытой папки Git в каталоге вашего проекта, которая содержит всю необходимую информацию. VS Code распознает эту информацию и предоставляет инструменты Git для управления версиями вашего проекта. Например, вы можете сравнивать изменения между коммитами и текущим состоянием файлов, создавать коммиты, и выполнять прочие необходимые операции. И последнее, что мы сегодня рассмотрим и что понадобится веб-фронтенд разработчику, это расширение «Живой сервер». Оно предназначено для перезагрузки вашей веб-страницы каждый раз, когда вы сохраняете изменения в коде, и сэкономит вам уйму времени. Для большего удобства активируйте функцию автосохранения. А теперь пришло время закрепить материал и самостоятельно выполнить упражнение. Задание такое. Войдите в свою учетку на GitHub и сделайте ветку репозитория из первой части урока. После этого клонируйте репозиторий на свой компьютер. Внесите изменения в веб-страницу и опубликуйте результат у себя на GitHub.
Разумеется, все это следует делать, применяя изученные инструменты. Информации в этом уроке действительно получилось достаточно много. Поэтому обязательно изучите конспект. Обе его части собраны вместе. И несмотря на то, что эту тему я разделил на две части, материал изложен сжато. Используйте его как дорожную карту на пути вашего саморазвития. И это только начало, ведь мы даже не прикладывались как следует к процессу разработки. Но главное, вы теперь знаете, как правильно создать и настроить свою экосистему. И если кто-то вам заикнется, что это легко, знайте, он либо лукавит, либо не разбирается. Это нелегко. А вы вспомните, разве вам легко было учиться ходить, писать и читать, учить таблицу умножения, водить машину? Зато сейчас эти вещи кажутся простыми. В IT-разработке, как и в любом другом деле, все точно так же. Дерзайте, и то, что вчера казалось непосильным, завтра станет простым и понятным. А с вами был Доктор Норд. Ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал и присоединяйтесь к Нордексиуму в Дискорде. Увидимся!